Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. И тема сковородок, особенно их чистки, на нашем канале обсуждается довольно-таки бурно, много, интересно, красиво. Но сегодня я хочу сделать обзор немножечко другой. Что выбрать? Какой бренд лучше? Тефаль либо Рондел? Я заказал две сковородки на Яндекс.Маркете. Оставлю на них ссылочки в описании. И сейчас мы посмотрим и проверим, какие сковороды все-таки лучше. Погнали! Почему я заказал Тефаль? Потому что наша сковорода вот в таком вот состоянии стала. Ей уже 4 года, если не больше, а может быть даже и 5. И посмотрите, тефлон просто отслаивается. Мы ее нещадно мыли в посудомоечной машине, хотя этого делать и нельзя. Она немножечко и несколько раз перегревалась. Здесь спучился тефлон, и в принципе она вот в таком вот уже плачевном состоянии, и использовать ее нельзя. Вот такая вот Тефаль Инферно, Made in France. К сожалению, она свое отжила, и пора ей возвращаться в переработку. И так как в большинстве случаев я покупал посуду Тефаль, я решил ее сравнить с более-менее подходящим конкурентом. Это Рондел. Практически той же цены. Для начала Тефаль. Вот так вот продавец ее запаковал. Напоминаю, заказывал на Яндекс.Маркете. Ссылочки все оставлю. Вот такая вот сковородка. Вот так вот он ее запаковал. Все, коробка нам больше не пригодится. Далее вскрываем, что мы тут видим. Еще раз напомню, по ценам они примерно стоят одинаково, плюс-минус. Господи, сколько пупырки-то напаковали, чтобы сковородка не повредилась, не дай бог. Нынче сковороды стоят дорого, да, запаковывать надо их достаточно серьезно. Вот такая вот сковородка. Обе сковороды 26 сантиметров, что мы с вами сейчас и будем проверять. Для индукции, но можно брать и не для индукции, здесь просто стальной диск. У нас плита индукционная, соответственно, и сковорода будут использоваться индукционные. Здесь у нас имеется вот такая вот метка, которая показывает, что сковородка нагрелась. Смотрим внутренний диаметр, ровно 26 сантиметров. Соответственно, давайте посмотрим толщину сковороды. Толщина сковороды 4 мм, это алюминий. Покрытие довольно-таки хорошее, гладенькое. Покрашена она данным покрытием со всех сторон. Здесь установлен стальной диск. Проверим сковороду на плоскость. То есть видно, да, что небольшое пространство вот здесь вот есть. То есть она не совсем ровная. Видно, да? Соответственно, при жарке масло будет стекать вот так вот по краям. Ручка не съемная, ручка довольно-таки удобная. Сковородка довольно-таки, кстати, тяжелая. Далее смотрим Рондел. Упаковка уже значительно бюджетнее. Просто в пакете. Вскрываем сковороду. Здесь мы с вами видим просто вот такую коробку, которая тоже также, в принципе, защищает неплохо нашу сковороду. Посмотрите, здесь есть демпферы вот такие вот мягкие из картона, которые не дают сковороде помяться. И, соответственно, со всех сторон она защищена. Силикагель в комплекте. И вот такая вот небольшая брошюрка, инструкция, как и чего ее использовать. Кому интересно, можете прочитать при заказе. Далее, здесь у нас с вами наклейка. Ну, как бы не буду читать вслух. Ну, как бы вы все поняли. Все по-богатому, как будто в коже. Здесь у нас наклейка, сковорода со съемной ручкой 26 на 5,4. То есть толщина стенки здесь на 1,5 мм толще. Так, наклеечку мы вот эту с вами уберем. Но, видимо, просто так это не сделать. Надо ее как-то размачивать. Зачем вот клеить на эту сторону вот эти наклейки, которые не отклеиваются? Просто отвратительно. Зачем это делается, непонятно. Соответственно, весь этот клей надо будет потом как-то смывать, очищать. Для чего это делается, совершенно непонятно. Почему нельзя наклеить на тефлон, с которого все легко отклеивается? Здесь стоит, в отличие от сковороды Тефаль, не вот такой вот пупырчатый диск, а вот это все дно, это сплошной стальной диск. 19,5 сантиметров, а здесь всего 17,5, то есть на 2 сантиметра диаметр нагреваемого элемента у Рондела меньше. Рабочая поверхность жарки, допустим, у Тефаля гораздо больше, чем у Рондел. То есть у Рондела у нас
с вами 19, а у Тефаля у нас 22,5. Тефаль в этом случае выигрывает. Но у Рондел толще бока, здесь это визуально даже видно. Но у Тефаль больше рабочая поверхность. У Рондела, кстати, сказать, снимается ручка, но она немножко полегче сковородка, немножко прорезиненная. У Тефаля просто обычная вот такая вот пластиковая, не очень приятная ручка. Рондел весит 967 граммов вместе с ручкой. Так, а Тефаль у нас весит 1027 граммов. Металла должно быть использовано меньше, но Тефаль весит больше, чем Рондел. Если посмотреть на обе сковородки, Тефаль мне, конечно, нравится больше. Но не знаю, посмотрим, как они будут себя вести при жарке яичницы. Погнали тестировать. Кстати сказать, не проверили мы ее на плоскость. Посмотрите, Рондел также центр вмят внутрь. В принципе, также на где-то 2-3 миллиметра. То есть масло будет растекаться по краям. Кстати, посмотрите, Рондел сразу плита не определяет. То есть как будто бы не видит сталь. Никакого дыма, никакого визуального эффекта на сковородках нет. То есть они просто спокойно нагреваются, ничего в принципе не происходит. Наш тест. Так, раз яйцо. И 2 яйца. Без масла. Все тестируем без масла. Посмотрим, насколько хорошее тефлоновое покрытие. И также здесь 2 яйца будет. Как показывает Тефаль в своей рекламе, яйца у нее сходят просто без масла. Даже без использования лопатки. Но без использования лопатки здесь, конечно, не получится. Давайте попробуем вторую. Оп. Ну, то есть да, как бы. Но в любом случае сначала надо поддеть лопаткой. Оно все-таки немножко доприлипшее. То есть все. Никаких пригаров здесь у нас не осталось. Дальше смотрим Рондел. Рондел. В принципе, все то же самое. Абсолютно так же все снимается. Никаких проблем, никакого пригара не осталось. И, соответственно, не наблюдая никакой разницы в температуре нагрева, в геометрии сковородки, в том, как она готовит, в прилипании, в тефлоновом покрытии и в дизайне, единственное, что здесь есть съемную ручку, а Тефаль чуть-чуть побольше. Выбрать победителя в данном случае довольно-таки сложно. Я думаю, нужно руководствоваться ценой. Допустим, Рондел дешевле, чем Тефаль. Я думаю, стоит руководствоваться акциями, иногда на Тефаль, наоборот, скидки. Она трещит, как я не знаю кто. И, в принципе, какой объем вам больше нравится. Здесь более плоская и более высокие такие ровные края. Здесь немножко они скруглены, и дизайн сковородки немножко посимпатичнее. Она сделана как будто под кожу. И здесь стоит цельный литой диск, в отличие от Тефаль. Тефаль вот в данном случае вся хрипит, скрипит, тряхтит, пердит, непонятно, что с ней происходит. А Рондел ведет себя довольно-таки стабильно. Конечно, возможно, какое-то из покрытий поведет себя лучше со временем, какое-то хуже, но это уже покажет время. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии, а все ссылочки на сковородки и где подешевле купить я оставил в описании. Пока!